Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев, главный редактор издания «Нефтекапитал». Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы. Ожидается, что Украина импортирует рекордный объем газа из Европы из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и истощения топливных буферов. Пожалуйста, прокомментируйте, из какой такой Европы собирается Украина импортировать газ? Ну, из какой? Из европейской, Европы. Другое дело, что будет ли этот газ европейским, вот вопрос. Потому что, насколько я помню, буквально недавно первая поставка американского СПГ, который из Штатов приехал, выгрузился в Греции, а потом через Грецию оказался в Польше, а через Польшу попал на Украину, вот это факт. А что касается другого какого-то газа, то тут на самом деле все очень интересно, потому что, во-первых, начнем с того, что в принципе понять, что творится на Украине с газом, достаточно сложно. Какие мощности выведены из строя, та страна не сообщает. Какой сейчас уровень добычи, тоже не очень понятно. Ну, соответственно, по каким-то косвенным признакам мы можем предположить, потому что, собственно, сами страны, которые снабжают Украину газом, об этом отчитываются. Значит, Украина получала 7 с лишним миллиардов кубометров от Словакии, тоже около 7 с небольшим от Венгрии и, по-моему, около 2 миллиардов из Польши. Ну, соответственно, из Польши, скорее всего, газ будет американский, потому что другого газа в Польше практически и нет. Они получают американский СПГ через свой терминал в Свиноujце и, соответственно, дальше как бы по трубам перекатывают его на собственное потребление, ну и на Украину. Ну, тут, наверное, украинцам не очень повезло, потому что американский газ покупается на споте и, соответственно, продается тоже, поэтому, скорее всего, эта цена где-то там порядка 500-600 долларов за 1000 кубометров, то есть это как бы неприятно. Ну, что касается газа из Венгрии, то мы знаем, что Венгрия получает газ из турецкого потока, то есть, соответственно, из России. Поэтому, в общем, тут интересная получается история. То есть Украину, отказавшись от транзита российского газа и от закупок российского газа вообще любого в любых видах, тем не менее получают его, так сказать, очищенным от вот этого российского следа через Венгрию. Ну а если говорить о цифрах, то еще до печальных событий, до Майдана, там, до начала всех вот этих вот неразберих на Украине, перешедших фактически в войну, которую это государство сначала повело у себя на территории, а потом, собственно говоря, все развернулось так, как развернулось. На тот момент Украина потребляла где-то порядка 30 миллиардов кубометров газа, а добывала порядка 19. Соответственно, где-то там 10, 11, больше-меньше кубометров газа все время приходилось закупать. Соответственно, сейчас, опять же, по а, косвенным признакам из разных источников мы можем оценивать добычу на Украине в 2024 году в 19 с небольшим миллиардов кубометров, соответственно, но это, опять же, 24 год. На тот момент можно как-то что-то считать и понимать. Что происходит сейчас, сказать сложно, потому что довольно эффективные удары вооруженных сил Российской Федерации по украинской газодобыче и хранению газа, ну, привели к тому, что часть добычных мощностей выбито, то есть, в частности, вот в Харьковской области крупное месторождение в районе поселка Водяное, оно практически не работает. Это был достаточно крупный промысел. Ну, в принципе, практически вся украинская газодобыча расположена в Харьковской или в Полтавской области. Соответственно, Украина действительно вынуждена докупать газ и докупать много, потому что вот по итогам зимы министр энергетики Украины заявил о том, что придется закупать достаточно большие объемы, причем вот прямо сейчас, что называется, нужно уже покупать около 1 миллиарда, потом, соответственно, до конца года была спрогнозирована закупка порядка 15 миллиардов.
А глава газотранспортной системы Украины господин Макогон заявил, что в хранилищах на Украине осталось порядка 10% газа. То есть, соответственно, это означает, что, во-первых, он был практически весь выбран. 10% это критический уровень, там, ниже которого падать просто опасно, потому что требуется технологический газ для насыщения как газотранспортной Украины, чтобы она хотя бы просто работала. Ну и, соответственно, в хранилищах должно что-то оставаться просто с точки зрения как бы технической специфики работы этих объектов. Таким образом, получается, что действительно с газдобычей стало все очень плохо, с запасами тоже. Хотелось бы заметить, что тут Блумберг еще перевозбудился. Украина не сможет вносить изменения в договор по полезным ископаемым Соединенным Штатам. Оказывается, что изменения в договор смогут внести лишь сами Соединенные Штаты. Это получается кабальная сделка какая-то, если мы касаемся природных ресурсов незалежной. Собственно говоря, чего можно было от этого ожидать? Это соглашение формировалось не для того, чтобы помочь Украине каким-то образом освоить свои собственные ресурсы и получить от этого прибыль. Я напомню примерно подобную ситуацию между США и Венесуэлой, когда Венесуэла национализировала американские активы, а напомню, в Венесуэле работало много американских компаний, потому что венесуэльская нефть наиболее подходит для переработки на американских НПЗ на западном побережье. Соответственно, как бы вот американцы добывали венесуэльскую нефть, поставляли ее к себе на родину, перерабатывали на американских НПЗ и так далее, и так далее. Соответственно, когда в Венесуэле произошла революция, многие активы американских компаний были национализированы. Соответственно, дальше экономика страны стала ухудшаться, ситуация, в общем, пришла сначала к стагнации, потом к тупику, и, собственно, сейчас в Венесуэле работает «Шеврон», ну, пока работает, но тем не менее, и, соответственно, он получает венесуэльскую нефть и как бы забирает ее в счет долгов, которые Венесуэла таким образом имеет перед США, забрав американские предприятия. Но здесь история плюс-минус похожая. То есть, соответственно, соглашение между США и Украиной, оно направлено прежде всего на то, чтобы Трамп мог объяснить своему американскому народу, зачем же вкладывались деньги в помощь Украине. Ну, собственно говоря, при таком раскладе все понятно. Вот мы вложили денег в помощь Украины, соответственно, Украина с нами расплатится своими ресурсами. Какими, это решим мы, а не Украина. Соответственно, там какие-то выгоды Украины и заработок их на этих ресурсах, он вообще не предусматривается, потому что нужно будет все отдать американцам за ту помощь, которую они оказали. То есть будет сформирован фонд, средства от реализации проектов по добыче украинских полезных ископаемых будут поступать в этот фонд, а контролировать его, естественно, будет США, потому что, собственно, не для Украины это все делалось. Что же касается набора активов, которые попадают в это соглашение, ну, собственно говоря, там изначально шла речь о полезных ископаемых. Это, видимо, как бы то ли для простоты, то ли в каких-то пиаровских целях оно получило название как соглашение о редкоземельных металлах, но там с самого начала содержались и все остальные полезные ископаемые, которые есть на Украине. И, собственно говоря, обычные металлы, и уголь, и, собственно говоря, нефть и газ. Другое дело, что ну, Украина никогда не славилась своей нефтедобычей, то есть она там как бы немножко есть, но в рамках статистической погрешности. Все самое интересное с точки зрения добычи, оно уже находится на Донбассе, в ДНР, собственно говоря, вот эти вот сланцевые запасы, они как раз находятся на территории, которая сейчас вошла в состав Российской Федерации. Что касается газа, как я говорил, основные месторождения находятся на территории Полтавской и Харьковской области. Другое дело, что под словом «основные» мы понимаем не то чтобы прям огромный масштаб. Добыча там действительно небольшая, а с учетом разрушенности инфраструктуры, я думаю, она еще и серьезно сократилась. Плюс ко всему есть, вернее, была у Украины добыча на шельфе Черного моря, но, собственно, все вот эти вот активы Черноморнефтегаза находятся теперь, опять же, в государственном управлении Российской Федерации.
Финализируя вопрос раздела Украины на живую, Трамп же еще говорил про энергетическую составляющую, то есть про выработку электроэнергии. С учетом того, что промышленность незалежная как бы уже кончилась, то можно ли говорить о том, что он собирается использовать Украину как одну большую электростанцию? В принципе, можно в теории. Другое дело, что, как всегда, дьявол кроется в деталях. Давайте на эти детали посмотрим. Да, действительно, раньше Украина была экспортером электроэнергии и могла себе это позволить. Сейчас, как вы абсолютно правильно заметили, промышленность страны достаточно сильно подвыбита, а часть оказалась вообще на территории, которую Украина теперь не контролирует. Но значит ли это, что у них появился огромный избыток мощностей? Ну, я напомню, что, соответственно, плотина крупнейшей, ну, во всяком случае, крайне крупной Каховской гидроэлектростанции взорвана. Запорожская АЭС работает непонятно как, в формате как бы лишь бы вот только что-то теплилось и не развалилось. Остальные АЭС, ну, их осталось, по-моему, помимо Запорожской, еще 4, если я не ошибаюсь. Причем в основном это все старые АЭС еще советской постройки. Соответственно, в каком они состоянии находятся, никто толком сказать не может. То есть, как бы у России по этому поводу информации нет, Украина ею особо не делится, а, насколько я понимаю, экспертов МАГАТЭ, кроме как на Запорожскую АЭС, больше никуда не пускают. Хотя, наверное, может, им было бы интересно взглянуть, как там вообще все это хозяйство работает и работает ли. Ну, какая-то нагрузка и какая-то выработка электроэнергии там происходит. Другое дело, что поскольку это российские, вернее, еще советские реакторы и как бы компетенции, запчасти, вот это вот все, оно скорее доступно там российскому Росатому, чем Украине, которая управляет этими мощностями. Может быть, как-то сможет помочь американская компания Westinghouse. Она уже пыталась помочь, из-за чего возникло несколько скандалов, потому что те запчасти, которые поставлял Westinghouse, не очень подходят для вот этих вот советских реакторов. Поэтому с точки зрения состояния этого всего ядерного хозяйства, ну, там, наверное, скорее больше вопросов, чем ответов. Ну, и я напомню, что до того момента, как начался вот этот мораторий на взаимные удары по энергетической инфраструктуре, российские ВКС довольно эффективно наносили удары по украинской энергетике, особенно это было прошлой зимой. Причем прошлой зимой это было настолько эффективно, что Европе пришлось оказывать помощь и выделять средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Другое дело, что отдавали то, что не жалко, поэтому там много генераторов, много там различных трансформаторов. По-моему, Литва даже подарила свою старую тепловую электростанцию, то есть как бы те котлы, которые они у себя остановили, вот они как бы все это передали Украине. Но насколько весь этот зоопарк позволит обеспечивать такие объемы производства электроэнергии, чтобы это можно было еще и экспортировать. Ну и возникает вопрос, а зачем это США? То есть для того, чтобы поставлять электроэнергию в Европу? Ну, возможно. Но тогда Европе придется, наверное, с удивлением узнать, что электроэнергия, которая будет поставляться из Украины под американским контролем, обойдется ей недешево. Ну и, соответственно, тут возникает вопрос, а нужно еще оценить, сколько средств нужно вложить в энергетическую инфраструктуру Украины для того, чтобы она, собственно говоря, имела возможность поставлять что-то на экспорт. Но этот проект примерно видится точно так же, как вот это соглашение по редкоземельным металлам. То есть Трамп молодец, он заставил Украину заплатить за помощь, а что в итоге получилось, ну, как бы, возможно, с этим будет разбираться уже следующий президент. Спасибо большое за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Крайне интересно и рекомендуем. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.